Каринский канал в Греции – самый узкий судоходный канал в мире. Каринский канал соединяет Каринский залив в Ионическом море с Саронического залива в Эгейском море. Он прорезает узкий Каринский перешеек и отделяет Пелопоннес от материковой Греции, что, возможно, делает полуостров островом. Канал прорыли через перешеек на уровне моря и не имеет никаких блокировок. Его длина составляет 6 километров 400 метров, а ширина у основания всего 21 метр 40 сантиметров, что делает его непроходимым для многих современных судов. Он не имеет большого экономического значения и в основном является туристической достопримечательностью. Канал был первоначально предложен в классические времена, но в первом веке нашей эры были предприняты попытки построить его безуспешно. Строительство возобновилось в 1881 году, но ему помешали геологические и финансовые проблемы, которые обанкротили первоначальных строителей. Он был завершен в 1893 году. После завершения строительства канал испытывал финансовые и операционные трудности. Узость канала затрудняет навигацию. Его высокие стены направляют ветер по всей его длине, а разное время приливов в двух заливах вызывает сильные приливные течения в канале. По этим причинам многие операторы судов не желали использовать канал, и трафик был намного ниже прогнозируемого. Вид на Каринский канал с воздуха. Крутые известняковые стены, которые оказались уязвимыми для оползней. Другой устойчивой проблемой была сильно нарушенная природа осадочных пород в активной сейсмической зоне, через которую проходил канал. Высокие известняковые стены канала с самого начала были постоянно нестабильными. Вскоре было обнаружено, что след от кораблей, проходящих через канал, подрывал стены, вызывая новые оползни. Это потребовало дополнительных затрат на строительство подпорных стенок вдоль кромки воды более чем на половине длины канала с использованием 165 тысяч кубических метров кладки. Серьезный ущерб каналу был нанесен во время Второй мировой войны. 26 апреля 1941 года во время битвы за Грецию между обороняющимися британскими войсками и вторгшимися войсками нацистской Германии немецкие парашютисты и планеры попытались захватить главный мост через канал. Мост защищали англичане, и его подготовили для сноса. Рано утром 26 апреля немцы удивили защитников планерным штурмом и захватили мост, но англичане взяли заряд и разрушили сооружение. Позже мост был заменен комбинированным железнодорожным автодорожным мостом. 3 года спустя, когда немецкие войска отступили из Греции, канал был выведен из строя немецкими операциями по выжженной земле. Немецкие войска использовали взрывчатку, чтобы вызвать оползни, чтобы заблокировать канал. Разрушили мосты и сбросили локомотивы, обломки мостов и другую инфраструктуру в канал, чтобы затруднить ремонт. США инженерный корпус армии начали расчищать канал в ноябре 1947 года и вновь его запустили в действие 7 июля 1948 года. Канал состоит из единственного канала глубиной 8 метров, вырытого на уровне моря. Скальные стены, которые возвышаются на 90 метров над уровнем моря, имеют почти вертикальный угол 80 градусов. Канал пересекает железнодорожная ветка, дорога и автострада на высоте около 45 метров. В 1988 году подводные мосты были установлены на уровне моря на каждом конце канала, у восточной гавани Истмии и западной гавани Посейдонии. Хотя канал позволяет сэкономить 700 километров вокруг Пелопоннеса, он слишком узок для современных океанских грузовых судов, поскольку он может принимать суда шириной до 17,5 метра и осадкой до 7 метров. Суда могут проходить через канал только одним составом за раз по односторонней системе. Более крупные суда приходится буксировать буксирами. В настоящее время канал используется в основном туристическими судами,
Около 11 тысяч судов в год проходят по водным путям. В октябре 2019 года огромный круизный лайнер протискивается через Греческий канал, требуя рекорда, с более чем 900 пассажирами на борту круизного лайнера Fred шириной 22,5 метра и длиной 195 метров. Круизный лайнер Olsen Cruise Lines успешно пересек канал, установив новый рекорд самого длинного судна, прошедшего через канал. Круизные пассажиры затаили дыхание, когда круизный лайнер проходил через узкие скалистые стены Каринфского канала в Греции. Катер перевез по узкому водному пути 929 пассажиров. Фред Олсен заявил, что руководил самым длинным круизным лайнером по каналу. Корабль весит 24 344 тонны брута, а длина – 195,82 метра.